Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Если вы провели вашу молодость в 2000-х годах, вы точно знаете, что такое диета. Потому что в то время был настоящий бум на худое тело и на самые модные диеты. Сегодня мы обсудим такую важную часть нашей жизни, как еда, питание, и начнем с самого слова диета. Что это такое? Мгм. Вообще, диета– это особая схема питания, когда человек соблюдает определенные правила в своем рационе, в своей еде. Могут быть спортивные диеты, лечебные диеты, например. Но все же чаще можно услышать слово диета в контексте похудения. Люди сидят на диете, если хотят похудеть, сбросить лишний вес и для этого ограничивают себя в калориях. И вот первая полезная фраза: сидеть на диете. Ты когда-нибудь сидела на диете? Ну, в традиционном понимании слова диета нет, я не сидела на диете. Во-первых, потому что моя мама не разрешила бы мне это сделать. В нашей семье считается, что диета это вредно, это даже бесполезно. Ну и плюс в детстве я была очень худой. Я даже иногда смотрю свои старые фотографии и думаю, как-то это странно выглядит, очень худое тело. А потом, когда я повзрослела и набрала вес, мне понравилось мое тело в таком весе и нравится до сих пор. И я не видела необходимости худеть. И вместо этого я решила придерживаться здорового питания. И придерживаться правильного или здорового питания, или можно еще сказать придерживаться здорового образа жизни, значит питаться, есть правильно и есть сбалансированную пищу. Пища это еда. А ты сидела на диетах? Нет, я никогда не сидела на диетах и не могу сказать, что я придерживаюсь здорового питания, потому что я люблю выпечку, и я ем сладкое, я просто обожаю сладкое. Но, к счастью, я не люблю жирную еду, и я ем маленькими порциями. И я тоже могу остановиться, когда понимаю, что я уже съела достаточно еды. И, конечно, были в моей жизни периоды, когда я была на ПП, то есть была на правильном питании. Я исключала сахар из своего рациона, то есть я отказывалась от сахара. Я следила за количеством белков, жиров и углеводов. Поговорим об этом позже. Я старалась есть достаточно белка, не есть слишком много углеводов. И мне очень нравился результат такого эксперимента, но это очень сложно, когда тебе нужно работать, учиться и еще и считать эти калории и следить за тем, чтобы, а, не знаю, просто следить за своим рационом. И я использовала фразу «быть на ПП», то есть быть на правильном питании. Что для тебя значит быть на ПП? Для меня лично это значит есть сбалансированно. И мне, например, симпатизирует метод гарвардской тарелки. Смысл этого метода в том, что в твой каждый прием пищи, то есть каждый раз, когда ты ешь, ты собираешь себе сбалансированную тарелку. 50% это овощи, фрукты, 25% это белки, не белки, запомните, белки, и 25% это сложные углеводы. И думаю, слово белки и углеводы нужно объяснить. Мгм. Да, белки– это протеин,
если использовать слово, которое точно все знают. Протеин содержится в таких продуктах, как курица, рыба, фасоль, яйца. Углеводы, это важные элементы, которые дают нам энергию. Их можно найти в таких продуктах, как каши, наша любимая гречка, например, или овсянка, киноа, а также в цельнозерновых продуктах, например, в хлебе, в рисе. И во многих языках для таких продуктов используется слово интеграл, то есть интегральный. В русском другое слово цельнозерновой. Потому что мы любим длинные слова, я думаю. А, И часто в этом заключается подвох, потому что не все углеводы полезные, потому что углеводы могут быть быстрыми. Это такие продукты, как сладости, не знаю, белый хлеб, газировка. Углеводы могут быть сложными, медленными, говорят так? Мгм. Я думаю, да, это как раз такие продукты, как цельнозерновой хлеб. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность побороть языковой барьер, хорошо провести время, практиковать свой русский регулярно и найти новых друзей. Все детали в описании, присоединяйтесь. Еще одна фраза, которую ты уже использовала, но я думаю, что можно ее обсудить подробнее, потому что она очень полезна для людей, которые занимаются спортом, хотят набрать массу тела, накачать, то есть сделать больше своей мышцы, и также для людей, которые хотят похудеть, то есть сбросить вес. Эта фраза «считать КБЖУ». КБЖУ — это аббревиатура для калорийность, белки, жиры и углеводы. И я так поняла, ты уже считала раньше КБЖУ. Да, как раз в то время, когда я была на ПП, я считала калории и использовала специальное приложение, в котором нужно было сканировать штрих-код продукта и вводить, сколько я ела, чтобы видеть, сколько я съедаю за день белков, жиров и углеводов, и также иметь возможность корректировать эти пропорции. Конечно, это легко, когда у тебя есть просто упаковка, ты можешь сканировать штрих-код, Мгм. но когда у тебя есть бутерброд, например, это уже сложнее, потому что тебе нужно высчитывать, окей, если 100 грамм это столько, я съела сколько грамм? 20 грамм. Это очень сложно. И у Мгм. тебя был такой период, или, может быть, сейчас ты считаешь калории? Да, был такой период, не очень долго он продлился, как раз Понимаю. по причине, которую ты описала. Да, если есть готовая еда, которую ты можешь сразу занести в приложение, это еще нормально. Но действительно, если ты приготовила суп, и не только на себя, но на всю семью, или тот же салат, особенно если он не типичный, типа оливье или цезаря, а какой-то твой, где ты смешала ингредиенты, то, ну, это занимает очень много времени, чтобы все взвесить, да, сколько граммов, чтобы все это записать, посмотреть, а потом в итоге: "Ой, я съела слишком много, нельзя было это". Это тоже демотивирует, это расстраивает. Поэтому, в общем, как я начала считать, КБЖУ, так я и закончила. Да, я думаю, что это типичная история, когда мы в Мгм. понедельник такие: "Ха, все, начинаю. Завтрак, обед, ужин". Наверное, как-то так. По вторник уже все, нет такой, страсти, нет такой энергии, Да. считать. Ну и давай еще обсудим низкокалорийные и высококалорийные продукты. Ты можешь привести примеры таких продуктов? Мгм. Да, низкокалорийные продукты — это огурцы, сельдерей, кабачки, яблоки, многие фрукты, овощи, а также филе курицы, куриное филе или филе индейки, даже Мгм. более низкокалорийное. И, конечно, белая нежная рыба.
Ну и высококалорийные мы, конечно, знаем. Сливочное масло, шоколад, орехи, чипсы, соки. Все самое вкусное, в Да. общем. Когда ты говорила про огурцы, сельдерей, у меня вообще не было никаких чувств и эмоций, но Мгм. когда ты начала М. перечислять сливочное масло, орехи, шоколад, Ой, чипсы. сливочное масло со свежим хлебом. Скажи, вот я просто обожаю какой-нибудь белый хлеб, да, вот белый, чтобы он был белый, такой свежий, и просто масло сверху, и все, это уже идеальный завтрак. Я не знаю, видела ли ты, когда блогеры делают обзор на французское масло в основном. Я видела, как из Франции делают ам, масло с разными вкусами. И его берут на М. дегустацию небольшие кусочки. Там масло с чесноком или масло с прованскими травами. И я тоже думаю, я бы хотела такое попробовать. И я бы хотела такое попробовать. Мгм. Пришли мне эти видео, если они тебе Мгм. попадутся, потому что я только помню на Новый год в Германии был какой-то бум, было сливочное масло с корицей или с чем-то таким, но я тогда не нашла его в магазине, потому что какой-то блогер рассказал об этом, и все начали покупать это масло. Да. Но, кстати, интересно будет узнать у наших слушателей, у них тоже есть какая-то такая страсть к сливочному маслу? Или это Мгм. может быть наша, не знаю, культурная особенность, что мы любим масло, майонез и все остальное? Не знаю. Но мы не едим масло в огромных количествах. То, что мы его Да. любим, это не значит, что мы там каждый день ложками Мгм. едим масло. Кусочки, да. Может быть, Кстати, еще иногда. что вспомнила. Ты в детстве тоже ела шоколадное масло? Да, а потом, Мгм. когда я уже стала взрослой и как-то забыли уже все про шоколадное Мгм. масло, и я увидела где-то его в магазине, и я посмотрела тогда на состав. О, боже мой, это настолько плохо, это просто ужасно, но в детстве это был просто кайф. Если в Мгм. холодильнике дома есть шоколадное масло, ну, во-первых, оно не остается надолго, очень быстро съедается, Да. да, но не знаю, Мгм. Да, родители, ну вот, наверное, не читали, что там написано. конечно, нет. Но это было по вкусу, как вот ты ешь масло, которое ты любишь, но это плюс еще и десерт. Да, Ну, конечно, да. дети это любили. Ну да, ну просто дети еще тратят много энергии, и, может быть, не так страшно, что там очень много Может быть. калорий, но состав, Мгм. конечно, не самый полезный. Да, да. Но да, я знала, что это химоза. То Но в есть наше в много. нашем детстве было не так много продуктов, в принципе, каких-то, поэтому было и было, и все. Мгм. Да, мы брали то, что могли. Да. Да. Еще чуть-чуть шокирующих фактов о продуктах. Я была в шоке, когда узнала, что огурцы и помидоры, в общем-то, не такие уж полезные овощи. Что ты их ешь, но они дают тебе воду, но каких-то особых микроэлементов, витаминов и, главное, клетчатки они не дают. Жаль. Я тоже это узнала не так давно, потому что тоже у нас в детстве как бы принято было среди овощей обязательно нарезать, Да. огурцы и помидоры. Но, сейчас я почти их не ем. Но я могу есть, например, не знаю, с яйцом на завтрак, может быть, что-то такое. Но да, непонятная какая-то полезность. И интересный вопрос для тебя. Как в твоей семье, в твоем регионе называется салат, помидоры и огурцы? Салат, который делают, обычно на Мгм. даче. Мгм. Я не знаю, удивит это тебя или нет, но мы говорили просто салат с помидорами и огурцами. Хорошо. Такое я слышала, но для меня это летний салат. М, Понимаю, да, да. И Ну, он ассоциируется с летом. да, у нас этот салат называется летний салат, и оливье, в нашем регионе называется зимний салат.
Интересный тоже факт. Я не знаю. Я Мгм. не знаю, будет ли это все в выпуске. Интересный тоже факт. Для меня зимний салат — это небольшая вариация, оливье, но это не сам оливье, но это как салат от окрошки, но без окрошки. То есть я окрошку не ем, а ем только салат. Я его Мгм. заправляю с майонезом, и для меня Да. вот это зимний салат. Интересно, да. Ну, круто. Наши города, в принципе, не так далеко друг от друга, но, видишь, Ага. какие-то различия все таки есть. Может, это только моя семья такая. Э, Возможно, но не знаю. Но в любом случае интересно, потому что если в моей семье так, это не значит, что везде так. И Ага. всегда интересно услышать, другое Ага. мнение. Да. Ладно, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь о диетах и постоянном подсчете КБЖУ? Да, я думаю, что в целом я с восхищением смотрю на людей, у которых хватает дисциплины, не только заниматься спортом, но и еще считать калории. Но в то же время я знаю людей, которые очень жестко себя ограничивают в еде, и в результате они всегда какие-то нервные, какие-то злые, всегда в плохом настроении, просто потому что они хотят конфетку или чипсы, но не могут себе сейчас этого позволить. И такой подход мне, конечно, не подходит. И у меня нет отличной генетики. Мне все еще необходимо заниматься спортом и следить за питанием, но я думаю, что я бы никогда не смогла сидеть на жесткой диете. А ты? Мгм. Да, да, я с тобой согласна. Для меня еда — это одно из удовольствий жизни. Я хочу позволить себе в любой момент, когда мне хочется, когда у меня есть настроение, съесть кусочек тортика или пойти и поесть суши. Да, или какой-то рамен, который очень жирный, да, и говорят, что вообще не полезный. И для меня тоже вот эти жесткие рамки, они больше провоцируют на срыв. Мгм. Сорваться значит долго терпеть и в конце сделать все-таки то, что ты не хотел делать. И для меня важнее построить здоровые отношения с едой. То есть в меру. Не есть весь торт, когда ты его купил, а один кусочек в день, один десерт в день. Мне кажется, что никакой критической ситуации не случится с тобой, если ты себе вот такое позволишь. Или, ну, захотела я с фильмом поесть чипсы. Я купила пачку. И я не боюсь, что эта пачка, о боже, она разрушит мою фигуру и мою жизнь. Ну да-да-да, я думаю, что мы с тобой здесь придерживаемся одного и того же мнения. Еще один интересный вопрос, который хотелось с тобой обсудить, это вопрос о калорийности или полезности национальной кухни. Говорят, что разные нации, разные народы и разная национальная кухня отличаются по этому критерию. Ты думаешь, это правда? Я полностью с этим согласна. Я думаю, что это правда. И в русской кухне у нас нет очень острых, или очень жирных блюд. Также часто наша еда — это вареные овощи, вареное мясо. И для нас бутерброд или сэндвич — это ненормальная еда. Нормальная еда для нас — это каша или яйцо, на завтрак, это суп на обед, это мясо с гарниром и овощами на ужин. И, даже после переезда в Европу я продолжаю так считать, хотя мои, пищевые привычки, немного изменились. Мгм, мгм. Да, и мы можем видеть такую разницу полезности национальной кухни даже и в других
кухнях, в другой еде. Например, мы знаем, что в Азии, в азиатских странах, очень большое потребление, то есть они едят очень много овощей и зелени. И они точно закрывают свою норму клетчатки, потому что, ну, это у них рядом. Много зелени, много разных экзотических фруктов. В России такого нет, особенно в северных регионах, правда? Мгм. Или я также знаю про Японию, что традиционная японская кухня, она состоит из тофу, из водорослей, из рыбы. Это все очень полезные продукты. Да, ну и да, что еще можно добавить про русскую кухню? У нас много ферментированных продуктов. Там это квашеная капуста, это соленые огурцы, соленые помидоры, грибы тоже. Это полезно для желудка. Ну, еще в русской национальной кухне часто используются молочные продукты. И если у вас нет аллергии на лактозу, то молочка очень полезна для организма. Она дает пребиотики, укрепляет иммунитет. Тоже, если я не ошибаюсь, там есть кальций, и другие Мгм. витамины. Ну, и я думаю, еще мы едим много ягод, много ягод и овощей, которые часто, растут у нас на даче, в Мгм. саду, на огороде. Мгм. Ну и давай дадим еще несколько советов по питанию. Конечно, они такие довольно субъективные, да, просто наши рекомендации. Я бы сделала акцент на том, что нужно есть побольше овощей и зелени, не только потому, что это очень полезно и дает витамины, минералы, но еще потому, что я слышала, если ты ешь много клетчатки, то ты быстрее худеешь, потому что клетчатка наполняет твой желудок, твой организм, и ты не хочешь так часто есть. Мгм. Хороший совет, которым я не воспользуюсь. Нет, у меня Почему? по настроению. Если я хочу овощи, я ем овощи, но часто я действительно не хочу их почему-то М, есть. Я посоветую, уметь вовремя остановиться. Не нужно накладывать себе огромную порцию еды, э, и пытаться потом все это съесть. Лучше положить немного, и если вы чувствуете, что этого было недостаточно, просто потом положить, немного больше. И если честно, меня даже раздражают эти люди, которые сначала они просто впихивают в себя еду, когда уже они больше не могут, они продолжают есть, и потом, ты знаешь, они просто вот так вот сидят, и они не могут дышать, потому что они объелись. Или люди, которые сначала объедаются, то есть едят слишком-слишком много, а потом используют специальные таблетки. Ты знаешь, что есть такие таблетки мгм. для желудка, которые помогают справиться с этим перееданием? Первый раз слышу. Но я видела таких людей, и, конечно, это выглядит очень странно, и я думаю, ежу понятно, что это нездоровая привычка. Мгм. Да, безусловно. Ну что, время заканчивать. Давай вопрос недели. Вопрос недели. А что вы думаете о диетах? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода и список слов в Quizlet, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.